Всем привет, ребята! На связи тренер Вася с тренировкой, которая, возможно, войдет в список твоих нелюбимых. Но в боках мы любим говорить так: без стресса нет прогресса. Только когда твоей тушке некомфортно, когда она испытывает определенные нагрузки, запускаются реакции окисления жиров, выведения из организма и сжигания, превращения в энергию. В состоянии комфорта очень кайфово лежать на диване, есть печеньки и ничего не делать. Для того, чтобы обрести тушку, которой у тебя никогда не было, нужно делать то, чего ты раньше не делала. Приглашаю на занятия HIIT – High Intensive Interval Training. Формат занятий, который позволяет не только сжигать энергию во время тренировки, но и использовать очень важный бонус – кислородный долг. После классной HIIT-тренировки ваша тушка не может остановиться так быстро и продолжает усиленно сжигать кислород. А как окисляется жир? Только в присутствии кислорода. Это и есть аэробный гликолиз. Поэтому сегодняшняя тренировка – это инвестиция в следующие 2-3 часа после тренировки, когда ты уже будешь есть, отдыхать, а твоя тушка продолжит работать. Тренируемся в тяжелом формате 45-15. Это адски тяжело, потому что 45 секунд продолжительной работы, 15 секунд на восстановление. Используй вес своего тела и весь тот потенциал, который у тебя есть. Разминка уже сделана? Если нет, немножечко согрейся, разомнись, и я жду тебя на первом раунде. Погнали! Пообещай, что будешь стараться. Ну что, друзья, мы приступаем. Позади меня есть коврик. Здорово, если вы тоже его подготовите заранее, чтобы 15-секундную паузу не тратить на приготовление, а просто лечь и выполнить упражнение. Тренировка будет короткой. Я люблю мощно, но коротко, чтобы за минимальное количество времени отдать максимум энергии. Мы с вами пока что не очень выносливы, мы не можем час тренироваться. Поэтому пусть 30 минут, но ярко, взрывно и со 100% отдачей. Приступаем. Первый раунд продлится 8 минут 17 секунд. Будьте внимательны и слушайте мои инструкции. У вас все получится. Приготовьтесь. Стопы вместе, ладони вынеси наверх. Приготовься выполнить подшаг сзади и рукой коснуться пола. На вдохе вниз, на выдохе вверх. В своей тренировке я постараюсь использовать минимальное количество прыжков, но, к сожалению, сегодня будет как минимум одно упражнение, которое вызовет у вас приступ ненависти. Выполняй широкий шаг сзади. Садись до параллели с полом, а лучше немножечко ниже. Мы начинаем плавно, а вдруг ты еще не до конца размялась. Старайся не наклонять корпус вперед, спина прямая, мышцы кора сильные, шаг широкий. Закончили. Первый раунд легкий. Но разве кто-то убивает своих марафонцев на старте? Дайте им немножечко времени. Перенеси руки в сторону. Приготовься выполнить широкий присед. Поехали. Присед с перенесением рук через верх. Если ты крепкая дева, добавь в верхней позиции небольшой перескок. Если пока что не готова, выполняй упражнение медленно. Задача этого движения – вызвать закисление в четырехглавой мышце бедра. Помни, как я учила вас приседать. Как минимум до параллели с полом. Корпус вперед сильно не наклоняй. Таз сзади. Живей. Ускорилась. Выдох. Выдох. До ощущения огонька в бедрах. Умница. Ну что, ноги наконец-то начали работать. Хорошая работа. Соедини руки вместе, стопы вместе, спрячься. Поехали. Выполняй полуприсед. Смотри, ягодичными мышцами. Я тянусь назад, а макушку удлиняю. Движение короткое, но очень активное и собранное. Корпус толкай вперед, ягодичные назад. Стопы параллельны друг другу. Не теряй концентрацию. Дорабатывай до последней секунды. Хорошая работа. Собрались.
подготовили себя к следующему отрезку. Отведи правую стопу кзади, перенеси вес тела на левую. Поехали. 4, 3, 2, присела. 4, 3, 2, глубокий ланч. Бей, 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 тяни. Сейчас опорная ягодичная находится в сокращенном состоянии. А теперь натяни ее. Позвоночник длинный, макушкой вперед. Мощно. Бей, 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 разрывай. Три удара. На четвертый. Глубокий присед, разножка. 3, 2, 1. Села. Снова. 3, 2. Есть. Опорное бедро хорошенечко закислилось. Приготовьтесь поменять ногу. Корпус толкни вперед. Лопатки сведи вместе. Подтяни низ живота. Широкая разножка. Go. Садись глубоко. Я хочу, чтобы ты ощущала натяжение впереди стоящей ноге. Под конец добавь интенсивности. Финальный повтор. Есть. И закончили достойно в нижнем положении. Ну что, ноги однозначно проснулись. Как насчет рук? Приготовься. Работают грудные мышцы. Вместе. Четко. Оп. Получилось? Давай. Темп. Смотри. Оп. Оп. Очень похоже, как будто ты занимаешься акваэробикой и сжимаешь воду. Наклон корпуса вперед. Я хочу, чтобы ты ощутила напряжение в грудных мышцах и в мышцах рук. Сейчас координация не имеет такого значения. Сжимай. Оп, оп, живей. Бей. Помни про низ живота, помни про прямую спину и нормальное лицо. Умница. Руки расслабились. Ну что, пробежимся, взбодримся. Итак, приготовься. Бег с попеременными руками. 4 бега. 1 прыжок. Go. Раз, 2, 3, 4. Наверх. Прыгать не обязательно. Как сделать без прыжка? Ноги как барабанные палочки. Заставь своих соседей плакать. Ну что, первая водичка испарина пошла, а значит дальше будет только круче. Вспомни первое упражнение приседания назад. Давай повторим. Только теперь возьми лук и натяни стрелы. Выстрели в меня, натяни, стреляй. Вдох, на выдохе, хух. Ладонь. Глубже. Запомни, пожалуйста, это движение. Держи его в голове. Натягивай. На выдохе стреляй. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Садись глубоко. Держи пресс и спину. Ну что ж,
Первый кусочек нашего приключения завершен. Это был не слишком сложный раунд. Я не хотела вас уничтожить. Я хотела вас плавно ввести тренировку. Восстанавливаемся, не падаем. Выпейте 2-3 глотка воды, и через 45 секунд я жду вас на этом месте. Ну что, мы спортсменки, мы готовы на второй раунд. Знаете, если бы все в жизни было так просто, как растолстеть, то у нас бы получалось все непременно. Нет ничего проще, чем вернуться к своей исходной форме, чем стать шире и больше, а потом думать, да это нормально, меня же и такую любят. Да и в принципе хорошего человека тоже должно быть много. Никто не спорит, но речь идет про духовное богатство, а физическая оболочка, чем менее с жировой прослойкой, чем более мышечная. Это только подкрепляет твой высокий духовный статус. Жду тебя на втором раунде. Найди правую ногу. Давай порепетируем. Такое движение получится. Сделаем его 4 раза, а потом jumping jack. Поехали. 4, 3, 2, 1. Джек, джек. 4. Обратно. 4 джека. 4 перемещения. Подтягивай колено к грудной клетке. Хорошая работа. Обязательно потом повторим, чтобы оно хорошенечко укрепилось в памяти. Ну что, надо поприседать немножко. Приготовься. В правую сторону широкий присед. Правый. Точка. Левый. Ладошки в намасте. Воин. Намасте. Воин. Go. Обратите внимание, мой воин работает на согнутых коленях. Я все время пружиню. Коленный сустав не разгибаю. Качнула. Теперь глубже. Теперь еще ниже. Здорово. И здесь застало нас окончание упражнения. Прими позицию планка. Ладони строго под плечевыми суставами. Прыгни руками к ногам. Прыгнула. С прямой спиной. 4, 3, 2, 1. Снова. Поставила ладони. Вытянула бедра. Прыгнула к рукам на пятки. 4, 3, 2, 1. Go. Я очень прошу вас приземляться сразу на полную стопу, не как курочки на цыпочке. Когда выполняешь 4 удара наверх, чувствуй силу в ногах. Планка параллельно, живот зажат, колени прямые. Обрати внимание на мой темп, я никуда не спешу.
Техника first. Окончание застало меня в позиции планка. Как здорово, что я могу оказаться сразу на коврике. Я его подготовила для себя. Ладонь и локоть под плечом. Поехали. Наверх, бедро, согнула, вниз. Обрати внимание, моя опорная ягодица пола не касается, а в спине у меня арка. Выдох, вытяни бедро, соберись. Добавь руку для эстетики. Go. Трансформер. Хоп. И собрала. Выдох, вдох, выдох, вдох. Четко, собрано и изящно. Тренировки должны быть красивыми. Хоп. Тяни носочек. Выпрями колено. Красивая точка. Снова вернись в позицию планка. Колени прямые, живот не провисает. Это очень важно. Пусть ты сделаешь 5 раз, но технично. Начни точно так же. К рукам. 4 хлопка. 1, 2, 3, 4. Ладони поставила под плечи. Колени прямые. Хоп. 4, 3, 2, 1. Планка – это единственное упражнение, где тебе позволено быть бревном. Помнишь, что я говорила про куриные ножки? Приземляйся на всю стопу. Натяни бедра. 4. Громче. Хорошая работа. Пришло время поменять сторону. Звездочка-трансформер. Плечо строго над локтевым суставом. Подтяни колени к себе. На выдохе толкни спину. Прижми локоть. 1. Все вытянуло. 2. Восстанавливай пульс. Медленное упражнение, чтобы прийти в норму и не задохнуться. Но при этом мышцы перешли в силовой режим, потребляют энергию в виде гликогена. Мощнее, на сантиметр выше. Бей, страдай, но в хорошем смысле этого слова. Страдания на тренировках избавляют от страданий в жизни. Доделай. Хоп, хоп. О, как же непросто. Снова планкинг. Медленно. Девочки мои хорошие, все то же самое. Поехали. Прыгнула к рукам. 4 фронтальных удара. Поставила ладони. Прыгнула сзади. Бедра натянуты. Продышалась. Не спеши. Пусть ты сделаешь 3 раза, но это правильно. Пам-пам-пам. Пробила на сильных ногах. Не сиди, как курица на жердочке. Опора на полную стопу. Таз не провисает, ты не на биотуалете. О боже, упали. Надеюсь, у вас так же капает с носа, как у меня. Встань на четвереньки. Вот такой упрямый осел. И приготовься немножко согнуть локти и ударять в каждую сторону. Ходьба упрямыми ослами. Подними ногу как можно выше. И махни колено за голову. Хоп, выдох. Выдох в моем темпе. Успевай. Локти согнуты, спина прямая. Поясницу не прогибай. Подтяни низ живота. Вытянись макушкой вперед. Натяни ножку так, словно ты балерина. Осталось совсем крошка. Выше и четче.
Когда в следующий раз будешь есть пирожное, вспомни этот момент. Есть. Ой, девчонки, не стану скрывать. С меня капает просто. Отдышаться. Смотрите, как быстрее прийти в норму. Встаньте на четвереньки. На вдохе оттягивайся назад, а на выдохе как будто тебя тошнит. Вдох, выдох, вдох, выдох. В этом положении намного легче высвободить диафрагму и быстрее прийти в норму. Вдох, выдох. Я это упражнение называю беременная ослица. Раскачивайся и мычи. Вдох, выдох. Еще. Кому нужно, умойте свой пот, выпейте 2-3 глотка воды, но сильно не заливаем, мне не нужна булькающая. Есть. Ну что ж, не все так плохо. Вставайте наверх, еще немножечко пройдемся. Девчонки, а что у вас с лицом происходит? С меня вода льется. На самом деле это хорошо. Конечно же, жир вместе с потом, он никак не может испариться. Но вместе с потом выходят все те токсики, которые образуются во время распада жирных кислот. Поэтому потеть на тренировке – это классно, но это не самое главное. Иногда эффективная тренировка может быть на сухую. Пот выделяется в зависимости от условий. Температура воздуха, день цикла. Даже от настроения зависит потоотделение. Ну и, конечно же, от влажности помещения. А еще, ела ли ты накануне что-нибудь солененькое? И есть ли у тебя отеки? Заряжаемся на третий финальный раунд. Все предыдущее время, 2 интервала, я готовила вас к самому главному упражнению, гвоздь нашей программы. Сейчас вы познакомитесь с этим движением и запомните его точно на всю жизнь, потому что что-то более тяжелое придумать сложно. Ну что, мы помним правило бёрпи? Покажу немножко боком. Итак, мы приседаем, помнишь? Ставим руки и отпрыгиваем ногами. Поехали медленно. Вдох. Поставила руки, прыгнула назад. Руки и ноги соединились и натянула стрелу. Снова вниз. Бурпи. Воин. Поехали. Бёрпи. Точка. Натянула тетиву лука, выстрелила. Ноги в исходное положение. Я хочу, чтобы ты садилась до параллели с полом. Посмотри, как ноги широко. Растяни бедра. Прыгни в исходную позицию. Снова вытяни бедра. Прыгни. Первый раунд медленный. Никуда вас не гоню, мы только учимся. Есть. С этим упражнением вы справились. Мы еще вернемся. Неужели вы думаете, что это будет только один раз? Ну что, подвигаемся. 4 плюс приседания. Двигайся. 4, 3, 2, 1. 4 приседа. 3, 2, 1. Возврат. Есть! Ну что, курочки мои, снова бёрпи воин. Готовьтесь до параллели с полом. Стопы всегда на одном расстоянии. Удачи! Что это у нас за кривой такой лучник? Выпрями спину, будь гордой и сильной.
Мне нужно глубокое приседание. Готовься на коврике. Не буду ничего усложнять. Та же коленно-локтевая позиция. 4 раскрытия наверху. Поехали. 4, 3, 2. Закрылась. 4, 3. Каждый раз поднимай себя наверх. Закрылась. 4. Кулачок. Спокойно переждать. Переждать. Каждый мускул твоего тела сопротивляется. Мозг хочет лениться. Это его работа. Сберегать энергию. А ты делай. Просто пожар. Простите меня, пожалуйста, но снова бёрпи воин. Я уже с вами. Планка. Мы долго шли к этому моменту, чтобы бёрпи воин запомнился тебе навсегда. Ноги отказывают, но мой мозг отдает правильные команды. Он говорит: работай, Вася. Девочки работают, и ты трудись. Есть. У нас партерная часть. Смена сторон. Помни, 4 движения наверху. 4, 3. Каждое движение подтягивает тебя выше. Опустилась. 4, 3, 2. Колено тяни. Если тебе кто-нибудь когда-нибудь скажет, что у тебя легкие тренировки, дай, пожалуйста, этому человеку ссылку на Воин Воркаут. Вот он, бойцовский характер. Когда хочется бросить и плакать, ты поднимаешь чертову ногу, стараешься ее выпрямить, не отзываешься на сигналы боли. Щит. Наверх. Я не дам вам помереть. Присед. Воин. Поехали. Ладошки в намасте. Через верх. Глубже. Держи осанку. В конце тренировки ты узнаешь свой истинный характер. Бросила или довела до конца? Поддалась лени или избавилась от нее и победила? И так во всех делах. Финальные секунды до завершения самые трудные. В проекте, в отношениях, Господи, даже в деторождении. О! Курочки мои, final round. Это что-то значит. Я хочу увидеть максимально крутой быстрый бег. Поехали. 4 смены. Прыжок. Стопы вместе. Если ты не прыгаешь, выполняй просто касание. Высоко. Приземляйся, как кошечка на лапке. Почувствуй удовольствие от того, что ты смогла. А даже если не до конца, все впереди.
сверху. Есть! Ну что ж, воин-воркаут можно назвать однозначно очень мокрым, изнурительным, но быстрым. Здесь не поспоришь. Это вдох, это выдох. Ходим. Пожалуйста, не останавливайся. Выпей воды, выйди покури, поешь, но не падай на пол. Степ-тач. Лучшее движение для того, чтобы прийти в норму, во-первых, монотонное движение успокаивает нервную систему. Ритм дыхания подстраивается под шаги. Полезно сделать такие мощные выдохи. Это, знаете, как разряд, чтобы сердечный ритм пришел в норму. Еще ходим, много ходим. Это сложно все остановить. Сейчас твой пульс, твой стрессовый поток гормонов. Это как лавина, как волна цунами. Смывает на своем пути абсолютно все. Такие тренировки должны быть. Это встряска, это удар, иногда ниже пояса. А чтобы не расслаблялась и не думала, что ты все умеешь. Наша фраза «я знаю, что ничего не знаю». Так и в фитнесе. Столько лет занимаешься, а все равно тяжело, все равно каждый раз приходится себя преодолевать. Поэтому не зазнавайтесь. Если получилось на этой тренировке, не факт,
Главное, если эта тренировка была тяжелая только для меня. Пожалуйста, скажите, что вам тоже было непросто, чтобы я не чувствовала себя такой слабой. Фух. Всем спасибо. Я получила удовольствие от одной мысли, что вы проведете это время со мной и разделите эти ощущения. Сначала, нормально, потом, черт, что происходит? И в конце, да, я это сделала. И вы это сделали. Всем пока. Поцеловала, обняла и зарядила на самые крутые дела.